какой-то степени это и симулятор свиданий, и испанский стыд. Но если у вас есть устойчивость и вас это не пугает, вы знаете, что несмотря на нелепость, это того стоит. 20 добротных часов прохождения, которые были куда приятнее реального мира. И сейчас я хотел бы пояснить за диалоги в игре. Если допустить отсутствие диалогов, это бы стало отсутствием точек для перезагрузки. Да, моментами они несут за собой клише, да, местами ты ловишь и смущение, и тупость, но так получается, что с ними игра размеренная, уровень градуса постепенный. После диалогов сессия за сессией идет уверенно, и нам дают столько инфы, сколько необходимо, как эмоциональной, так и логической, чтобы понять, что будет дальше. Простой и понятный любому сюжет, как и собственно геймплей. Он выстроен так, чтобы впоследствии выработать чувство ритма и уже по подготовленной полосе препятствий следовать на автоматизме с возможностью играть, а не тащить, и фокусироваться на каких-либо художествах. Предварительно я думал, что это будет скучно и уныло при прохождении олдскульных архипелагов с фонтанчиками, но нет, мне даже немного понравилось. Дело в том, что эти локации лайтовые, и они сделаны для того, чтобы эмоционально подготовить нас к чему-то необычному. Все появляется постепенно, но это не слишком жадно. Сюжет имеет долю таинственности и работает здесь как клиффхенгер, а пушки даются постепенно. Подход тут совершенно разный и достаточно творческий. Из-за этого тебя накрывает чувством, будто это сделал ты сам, а не так, как хотела от тебя игра. А выверенные локации, интуитивно понятные механики с пониманием, куда дальше идти, получается так, что большую часть игры задействованы рефлексы, и разработчики это понимают, поэтому задействуют совсем другой темп для игры, либо подкидывают неожиданных поворотов для игрока, которые вводят в ступор. ПКМ — это разовое действие при сбросе, которое привязано к прохождению карты. Но для прохождения необходимо помимо преодоления препятствий валить и демонов. С помощью подбираемых на пути карт выстраивается динамика, и я не могу сказать, что к скромному арсеналу можно докопаться, поскольку играл я карту за картой и этого как-то не замечал. Такой импакт — это совершенно нечто новое в трайхард игровом опыте. Отсюда и высокие оценки, и как бы ни лукавили на сюжет, это работает. Потому что он грамотно вшит в геймплей, потому что это душещипательная человеческая история, добрейший концепт семьи не в привычном его понимании, но понятный. И если вам такие мелочи тоже понятны, и вы не забитый токсик, то вся эта демагогия про кринж и нелепость покажется отдельной рамкой. Ощущение того, что ты живой, это формула, которую пытаются постичь многие сериалоделы. И мне кажется, что именно ради этого люди тайком залипают бесконечно в поисках того самого ощущения. Но оно здесь есть. Оно выверенное и не перегоревшее. Понятное из-за того, что максимально внятное. Но гениальное потому, как до тебя доносят в той или иной сцене. О мотивации реиграбельности и траях. Я никогда не был ачивмейстером и не гнался за наградами, не стремился унизить программный код и украсить витрину достижениями, но со мной случилось такое впервые, что я собрал все подарки и начал стремиться к высоким результатам. После каждого захода длиной в 10 уровней мы врываемся в кабинет, где нам дают задания, чтобы двигаться дальше. Нужно вырваться вперед в строчке рейтинга, это происходит в процессе выбивания медалей за прохождение уровней. Чем быстрее прошли, тем лучше. По мере продвижения нам будут выдавать золотые билеты, но и это еще не все. На каждой локации находится подарок. И вот здесь начинается самое интересное. Для каждого персонажа подарок индивидуальный, и нужны они для того, чтобы качать ветку с персонажем, разговаривать более по-свойски и получать фрагменты воспоминаний, которые являются важным пазлом для сюжета, так сказать, самый сок. При этом они грамотно спрятаны, и ты их открываешь для того, чтобы к финалу вспомнить все и узнать бэкграунд. На этапе прощения хотеть что-то изменить и решить для себя, вырастем ли мы над собой или же нет. И при выборе игра тебя вознаградит, добавив уверенности в принятом решении. Такой ход, по крайней мере, меня держал с интересом. У каждого персонажа есть своя отдельная вселенная, при развитии доверия персонажа мы постепенно проходим эти внутренние мирки. Есть 3 персонажа, и о каждом можно сказать следующее. Роковая женщина, пубертатная девка и братюня. Такое суждение будет поверхностным, но это не относится к желтому, ибо тут все гораздо проще. Максимум, которым можно описать мужскую дружбу, как тут не обойтись без пива. По-другому весь вайб подчеркнуть, но никак. Очень большую роль играет музыкальное сопровождение. Впоследствии, попадая первый раз на уровень каждого, до нас медленно доходят важные детали характера персонажей, и в саунде это чувствуется.
Raz said this drink was supposed to... But I think he literally just put some leaves in water. Красная одиночка с глубокой трагедией. Фиолетовая импульсивная садистка, и каждый ее уровень — это Ёбнат! Ёб вашу мать! Ну и дерьмо! что не скажешь об уровнях желтого. Это чил. Все обыгрывается так, что они лучшие друзья и все там у них лампово и на позитиве, но ведь это голодные игры, а райское место не райское вовсе. Давайте на секунду предположим, что вы хотите просто пробежать карты. Даже так у вас есть возможность не быть вовлеченным во все это загонялово. И тем не менее сказать, что сопровождение неплохое, учитывая, что оно разное, как и собственно уровни. Эти контрасты очень здорово работают, я испытал корзину эмоций. Уровни разнообразные, и каждый обладает своим вайбом. Особенно это круто работает в саунде. При прохождении у меня были смешанные чувства. В храме на меня давила гнетущая атмосфера, а на главной карте я расслаблялся под тропический эмбиент. Но при воспоминаниях было так, будто кошки все изнутри содрали. Do your job. Come on. И это было недурно, ведь большинство вещей в игровом мире были не такими очевидными. Перед игроком представляют иногда сюжетные намеки и отсылки вроде «я хотела погибнуть на руках», или рисунки начальника Майки, или открытый вопрос о перерождении, и несмотря на то, что игру я прошел за 20 часов, собрал все подарки, есть ощущение недосказанности. Кто такой синий, какое прошлое у них с зеленым, но на самом деле объяснения не нужны, ведь в этом вся и магия. Чувство того, что я был частью истории, не было поддельным. Я бы отмотал время назад, чтобы пройти с теми же ощущениями снова, ощутив и грусть, и радость. Все благодаря полученным знаниям в Европе, Нью-Йорке и других местах, где я работал шефом в обеденном зале. Как ты стал шефом? Я самоучка. Меня обучали повара старой школы из Европы. Мастера своего дела, которые увидели во мне страсть, и я им понравился. Я работал в бизнесе продуктов питания. Ресторан приносит деньги? Нет.